Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из плагина WooCommerce на платформе сайтов WordPress в виде уведомлений в Viber. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из WooCommerce в другие системы. Например, вы сможете получать уведомления на ваш Viber о появлении нового заказа. Так вы всегда будете на него вовремя реагировать и никогда не пропустите. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных WooCommerce. Теперь необходимо указать действие «Принять данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт WooCommerce в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из WooCommerce. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет сайта на WordPress. Далее переходим к настройкам плагина WooCommerce. Теперь переходим на вкладку «Дополнительно». Переходим в раздел «Перехватчики» и создаем новый перехватчик. В поле «Имя» вы можете прописать произвольное имя перехватчика, например, по названию системы, в которую планируете передавать данные. Далее необходимо изменить статус на «Активно». В поле «Топик» вам необходимо выбрать событие на WooCommerce, при котором будут отправляться данные на веб-хук. В данном случае я хочу получать данные при создании нового заказа, поэтому я выберу соответствующий пункт. В поле URL доставки вам необходимо вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. В поле «Версия API» вам необходимо выбрать версию 3. После всех настроек сохраняем созданный перехватчик. После сохранения в поле «Секрет» будет прописано уникальное значение, которое необходимо оставить без изменений. Теперь необходимо перейти на ваш сайт и создать новый заказ, для того чтобы он отобразился в системе Apex Drive. После создания заказа возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по заказу, который мы только что создали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных WooCommerce успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Viber. Далее необходимо выбрать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Viber к системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Далее необходимо кликнуть по названию нашего паблик аккаунта для того, чтобы осуществить переход в ваш Viber. Обратите внимание, для подключения Viber должен быть установлен на вашем компьютере. В этом окне необходимо кликнуть «Принять». Далее необходимо скопировать строку для подключения Viber бота и отправить ее в виде сообщения.
Когда вы получили ответ об успешном подключении, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в ваш Viber при каждом новом заказе из WooCommerce. В это сообщение вы можете назначать переменные из WooCommerce. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые переменные назначены в поле сообщения, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в ваш Viber при каждом новом заказе из WooCommerce. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Viber». После успешной отправки переходим в Viber и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Viber успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!